Итак, две группы участников покинули совсем лед, и скоро, мы уже перемещаемся в буквально через студию. каких-то 15 минут после окончания заливки ледового пространства на лед выйдут следующие танцевальные дуэты. Ну а сейчас, конечно, хотелось бы использовать с пользой эти как раз 15 минут, поговорить о том, чем мы восхищались в ритм-танцах тех спортсменов, которым уже довелось выйти на этот лед. Кстати, уважаемые телезрители, для тех, кто не особо знает не о правилах сейчас речь, а о том, к чему стремятся спортсмены, выступая под ритм-танец. Это музыка или танцевальные стили, настроение 90-х годов. То есть в 90-е нужно выбрать те хиты, которые правда заводили бы зрителей. И, на мой взгляд, в данный момент по нарастающей идет это внутреннее давление на мозг, потому что ты пытаешься впитать каждую секунду и каждое движение того или иного спортсмена. Ой, Леш, ты абсолютно прав. Я не знаю, насколько по-настоящему растет давление, но то, что зритель просто в восторге от заданной темы ритм танца в этом году, это 100%. И давайте мы послушаем, что говорят сами спортсмены после своих коротких прокатов и поделятся своими эмоциями. И Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сейчас появятся на ваших экранах. Ребята, во-первых, конечно, спасибо огромное вам за достойное выступление. И я, в принципе, очень рад, что вы доехали, что называется, до чемпионата России, поскольку мы и все болельщики знаем, Софья, что у вас была в этом сезоне неприятная травма руки. И в связи с этим вопрос, как проходила подготовка. Ну, опять же, мне непонятно, как можно, допустим, тренировать некоторые поддержки, когда рука только заживает. Вот как подготовка у вас это проходила? Меня как только выписали из больницы, я сразу же на следующий день вышла на лед. Сначала мы катались там по одному, что-то пытались сделать в паре, просто модернизировали немного позиции, держались за локоть, за плечо. Наверное, недели две мы не делали поддержки вообще, то есть какие-то подъемы, перевороты, да, но вот, допустим, какие-то сложные поддержки нет. Потом начали это все нарабатывать. Ну, конечно, подготовка проходила очень нервно, непросто, но это, наверное, лично мои ощущения, то есть внутри пары мы держать все равно какую-то гармонию, легкость, чтобы все-таки приехать на этот чемпионат России. Мы безумно рады, что мы сейчас выступаем здесь. Да, я полностью согласен. Подготовка была, как сказала Соня, напряженной, достаточно нервной, потому что до сих пор мы не можем держать нормально некоторые позиции, потому что рука еще до конца нормально не работает. Вот. Ну и несмотря на это, результат вроде хороший. Вот если даже сравнить с Магнитогорском, 75-61 было там, сейчас 75-90, даже баллы выше. Ну, довольны? Но можно сказать, что мы довольны своим катанием. Да, первое ощущение – это вот как раз-таки легкость и радость, то, что мы прокатали без каких-то видимых ошибок и старались набирать ход, делать все элементы на максимум, насколько это возможно. Дальше уже будем пересматривать, смотреть уровни и так далее, разбирать все с тренерами. Но... Да, по оценкам больше к тренерам вопрос. Мы лишь только катаемся и кайфуем. Я думаю, вы прекрасно знаете, чем вы влюбляете в себя болельщиков, чем их восхищаете. Я процитирую. Высочайшая скорость, синхронность, энергия через бортик, а самое главное — легкость. Это как раз было, болельщики писали после проката в Магнитогорске. Вот чтобы вернуться к этому, сколько времени нужно? Можно ли это уже в произвольном танце увидеть? Это видно было сегодня в ритмическом танце и будет видно в произвольном танце. Да, работаем над этим, всегда работаем. Именно это и подкупает всех, как вы только что и доказали. Поэтому стараемся максимально быть легкими, воздушными. Еще раз спасибо, чистого вам проката и получайте удовольствие от того, что вы делаете. Спасибо. Спасибо большое. Это были Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Они на данный момент занимают текущее 3-е место. И вы знаете, очень приятно было услышать слова поддержки друг другу, потому что все прекрасно знают, все те люди, которые так или иначе включают телевизор и смотрят фигурное катание, что же происходит с травмой Софьи Леонтьевой. И, судя по всему, все хорошо, все в порядке. Конечно же, их танец увлек за собой. Дальше будет уже более подробный разбор. Но приятно, конечно, вновь скажу, было слышать о том, что все в порядке. И, собственно, пара готова ринуться в бой уже в произвольном танце. Ну, у нас есть следующая пара, которая готова поделиться своими эмоциями. Леша, объявляй. Слушайте, эти эмоции просто зашкаливают. На самом деле, на мой
лично непрофессиональный взгляд, именно такими и должны быть танцы. Когда на льду появляется Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, то просто ты не можешь думать ни о чем другом, потому что это и есть танец. Танец, когда ты своей головой, своими мыслями хочешь откинуть все в сторону и выброситься туда на лед. Неважно даже в каком роде, в какую игрушкой или цветочком. Жаль, это запрещает правила безопасности. Да, к сожалению. Ну вот давайте послушаем несколько слов от этой прекрасной, на мой взгляд, очень талантливой пары. Ребят, поздравляю вас с крутым прокатом. И вы знаете, ваш дуэт для меня это просто какой-то символ ныне редкой верности, когда один человек дождался другого в тяжелейшем прошлом сезоне. Поэтому вопрос, наверное, такой. Радость ли это и победа ли это, что мы вообще сейчас здесь находимся и выступаем, и тем более делаем это круто? Конечно, это очень большая победа для нас, потому что если отмотать время в прошлый сезон, когда я готовилась к операции, когда мне врачи не давали гарантии вообще, что я смогу кататься, то, что мы вышли, то, что Тимур меня дождался, то, что мы поставили программы и сейчас выступаем, это, конечно, большая радость. Для меня это не совсем победа, я просто знал, что так будет. Только я узнал про аварийную операцию, у меня не было сомнений, там ждать, не ждать. Я решил, буду ждать, буду кататься, и дождусь, и дождался, и вот мы выступаем. Было ли волнительно на первом за долгое время таком крупном старте? Ну, мне кажется, точно так же, как и на этапах. Всегда, конечно, присутствует волнение, такой небольшой мандраж, но это скорее приятное волнение, такое предвкушение перед чем-то большим, масштабным. Да, какое-то внутри так ожидание, если можно так сказать. Ты хочешь выступить на таком крупном старте, с такой публикой, с такой организацией, и это как-то тебя отстегивает изнутри, и ты вот ждешь. И вот ты тут получаешь эти эмоции. Так, если на сегодняшний день объективно, сегодня был максимум, вы на 100% довольны? Мы довольны, но я думаю, что это еще не максимум. Да. Мы еще покажем больше. Тогда уже в ближайшем выступлении желаем вам расти над собой, и пусть Спасибо. выступление Спасибо будет большое. чистым. Спасибо. Спасибо. Это были Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. На данный момент они занимают 4-ю строчку. Ну а сейчас давайте послушаем несколько слов о своем прокате от пары, которая на данный момент занимает 2-ю строчку. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров. Ребята, я вас поздравляю с лучшим выступлением в сезоне. Мы смотрели, естественно, со стороны, и для нас это было на одном дыхании. Было ли на одном дыхании для вас оно сегодня? Спасибо большое. Да, мне кажется, что сегодня действительно получилось неплохо. Мы с каждым стартом старались прибавлять и техническую составляющую. Конечно же, главное для нас это эмоционально. И в этот раз действительно, мне кажется, у нас получилось. Да, после этапов поработали на взаимодействие в паре, над дуэтностью. И мне кажется, мы сегодня показали свои труды. Аня, я вспоминаю этап Гран-при в Омске, и вы там, у вас на лице было написано, что вы волнуетесь. Сегодня такого не заметил. Откуда спокойствие на главном старте? Все зависит от подготовки к стартам. Подготовка к Омску у нас прошла не очень, все время что-то не получалось. И, соответственно, мы на соревнования приехали немножечко с опасениями. А тут подготовка прошла хорошо, мы чувствуем уверенность в себе, в друг друге, и, соответственно, волнение уменьшается. Теперь получается день паузы перед произвольным танцем. Как этот день нужно провести, чтобы задор, настрой сохранить? Надо погулять, вкусно покушать. И Петербург прекрасный город, поэтому, я думаю, мы воспользуемся этой возможностью, сходим на тренировочку и в субботу с новыми силами к произвольному танцу. Бороться. Вкусно покушать, это правильно. Желаем вам удачи и чистого проката. Спасибо Спасибо большое. большое. Это были Анна Щербакова и Егор Гончаров, которые пока что 2-е. Но у нас есть текущий лидер. Текущий лидер – это Елизавета Пасечник и Дарья Чезана, спортсмены, которые не так чисто проводят этот сезон. И мы видели череду прямо неудач на некоторых этапах Гран-при. Но сегодня абсолютно иной день для этих спортсменов. Чистейший прокат. И, собственно, логически отсюда выходим. И оценки, баллы, которые впервые... 79,37 балла. Это практически 80 для танцев на льду, для 2-й разминки. Причем не сильнейшей разминки. Это
очень и очень высокие оценки. Ну, а для самих спортсменов это их личный рекорд в этом ритм-танце. Но я очень рад, что все сложилось удачно. Дальше, конечно, будут произвольные программы. Да и, собственно, впереди еще много дуэтов, которые навяжут борьбу тем, кто сейчас возглавляет турнирную таблицу. Ну, напоминаю, все-таки это лед, он бывает скользким, и порой бывают какие-то ошибки, шероховатости, которые не дают той или иной паре раскрыться на 100%. Но я предлагаю послушать, что же ребята сказали после проката. Ребят, мои поздравления с классным прокатом. Все, что хочется воскликнуть. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Рассказывайте, как удалось нащупать эту уверенность, стабильность и драйв. Ну, мы старались все-таки при любых сложностях не терять уверенность, поэтому она всегда была с нами. Но просто большее количество повторов, бесконечные прокаты, усиленные тренировки. В целом, как раньше. Но сейчас подошли к этому с большей головой и, надеюсь, все получится. Да, я полностью согласна со словами Дарика. Мы правда были уверены в том, что мы способны показать гораздо больше, потому что мы знаем, какие прокаты мы выполняем на тренировках. И каждый раз хотелось продемонстрировать действительно именно то, что мы наработали. Но, к сожалению, случались какие-то инциденты в моем исполнении, и мы начали больше с Дариком вести диалога по поводу рабочих моментов. Лично я стала больше прислушиваться к состоянию своего тела, потому что на каждой тренировке мы проделываем совершенно одинаковую работу и вкладываемся каждый раз на максимум. Но, видимо, было необходимо что-то поменять. И вот мы нашли способ, слава богу. Я так перед выступлением на ваши лица посмотрел, у меня было абсолютное ощущение, что Дарио излучал сегодня какое-то спокойствие и доверие. Ощущали ли вы, Лиза, это? Был ли он таким стержнем? Да, Дарик сегодня был совершенно спокоен, и он мне признался об этом в самом начале, когда я, в свою очередь, нервничала. Но как только мы вышли на разминку, в один момент меня резко переключило, и я понимала то, что я нахожусь там, где я хочу находиться, и у меня как-то получилось перебороть волнение и выйти на уровень спокойствия. И во время проката я получала огромное удовольствие. Это правда так, и это очень круто. Я желаю вам схватиться за эту уверенность, за этот драйв, за эти эмоции и спокойствие. И пусть у вас все получится и в произвольном танце. Спасибо огромное. Спасибо. Благодарим нашего коллегу Игоря Прутникова за эти прекрасные интервью, за первые пойманные эмоции после проката. Ну а это были текущие лидеры. И сменятся ли они, мы узнаем с вами совсем скоро, потому что буквально через 5 минут на этот лед выйдет сильнейшая разминка, и там будет действительно горячо. А если быть точнее, то 17:39 как раз ворота, открывающие путь возможно, потенциальным будущим лидером ритма танца откроются, и все. И начнется вновь, вернее, продолжится это таинство. Мне очень понравилось, как Елизавета общалась с Игорем Прудниковым, говоря о том, что вот Дарик излучал какую-то энергию такая, и слава богу, что мы нашли те моменты, которые подставляли, можно так сказать, подставляли эту пару на соревнованиях и не давали раскрыться в полной мере. И пусть вот эта улыбка, которая всегда на лице у Дарика, окажется у каждого зрителя, который находится сейчас в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Звучит как новогоднее поздравление. Ну а мы вам желаем не переключаться и продолжать смотреть и следить за фигурным катанием на Первом. Ну а после разминки сильнейших мы вновь встретимся здесь, в нашей уютной студии, для того, чтобы пообщаться уже с лидерами ритм-танца. До встречи!